Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, сегодня в этом видео мы поговорим о том, как в домашних условиях с помощью спичек, с помощью стакана воды вы можете определить, есть ли на вас порча. Практика, друзья, достаточно простая, но главное правильно ее сделать, и вы увидите настоящий результат. Друзья, все далее более подробно. А прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео. Вам это ничего не стоит, а нам приятно. Итак, с вас лайк, да, не стесняемся, ставим, а мы с вами продолжаем делиться информацией. Итак, друзья, многие задаются вопросом, а как же проверить и узнать в домашних условиях, не выходя из своего дома, узнать, есть ли на вас порча? Вы знаете, с той практикой, которую мы далее поделимся, она достаточно простая, но в то же время ее нужно просто правильно по пунктам сделать. Давайте начнем с того, что в нашей жизни, хотим мы или нет, мы живем в социуме, мы живем с людьми, мы с ними общаемся, мы контактируем, мы обсуждаем какие-то вопросы. И есть те люди, которые окружают нас и которые, к сожалению, завидуют нам. И, возможно, завидуют они не потому, что вы самый лучший человек в мире или самый богатый, а потому что что-то у вас есть лучше, больше, интереснее и так далее. Но дело в том, что если разобраться, вы сами к этому пришли. Вы работали много, вы стремились, вы где-то закрыли глаза на что-то в своей жизни. Недаром говорят о том, что подушка все знает, да, потому что многие люди, приходя домой, закрывают в четырех стенах, плачут, ревут, потому что боль, слезы. Но другие люди этого не видят и, соответственно, видят, когда у других какие-то есть успехи, достижения, результаты. Они стараются что-либо сделать, чтобы эту удачу забрать. Многие люди, к сожалению, в окружении многих людей готовы идти на все ради того, чтобы разрушить чужую жизнь. Почему? Ну вот им так нравится. У них такая программа жизненная стоит: разрушить чью-то другую жизнь. Для чего? Просто так. Вот им хочется, потому что вот зависть, вот этот эгрегор ненависти, злости, он у человека присутствует. И далее, друзья, мы с вами проведем практику, с помощью которой вы сможете точно определить, есть ли на вас порча. Для проведения этой практики, друзья, вам понадобится стакан, понадобится вода и 2 спички. Касательно стакан. Стакан должен быть, во-первых, стеклянный быть. Вы можете взять стакан старый. Мы не берем именно здесь чашку, вы далее поймете, почему. Именно нужен стакан. Но после проведения этой практики, вы эту практику можете время от времени проводить, но не нужно делать ее каждый божий день. Обращаем на это ваше внимание. Этот стакан нужно помыть будет солью и держать вот на случай проведения определенных ритуалов или практик. Возможно, у вас уже есть стеклянный стакан, тогда используйте его. Итак, понадобится вода и 2 спички. Итак, что мы делаем? Во-первых, перед тем, как начать проводить практику, вы должны расслабиться, быть в нормальном состоянии, не нервные, не злыми, не раздраженными. Это очень важно, потому что эта энергетика, она переплетается с энергетикой тех вещей, которые окружают вас, и, соответственно, происходит дисбаланс и происходит неправильный результат. Итак, после этого набираем стакан воды. Набирайте полный стакан воды, далее вы присаживаетесь, можете за стол, где вам удобно, и сами себе в этот момент задаете вопрос: есть ли на мне следы чужеродного энергетического влияния? Вот именно вот так вопрос должен звучать: следы чужеродного энергетического влияния. Друзья, в описании к этому видео мы этот вопрос и так и оставим, чтобы вы записали. Кроме того, когда вы будете проводить практику, если вам будет сложно запомнить, напишите на листке и перед своими глазами прицепите или приклейте. Далее, что мы делаем? Мы берем спичку за свободный от серы конец и расположите спичку вертикально в 4-5 сантиметрах от поверхности воды, прямо вот посередине стакана. Закройте глаза и тут опять же задайте тот же вопрос. И далее отпускаем спичку и даем ей спокойно упасть в воду. После того, как брошенная спичка прекратит свое движение, проделайте то же самое со второй спичкой.
Конечно же, спички займут определенное положение, вот по которому мы с вами и будем говорить о том, если на вас порча. Обращаем ваше внимание, что есть три базовых варианта расположения спичек. Отсутствие контакта между ними, соприкосновение спичка к спичке и пересечение спичек. И каждая из этих комбинаций несет в себе особую информацию. Здесь очень важно, чтобы вы в этот момент, когда будете проводить практику, не переживали, что «Ой, неужели на мне порча или не порча?». Вот знаете, отпустите ситуацию своим руслом. И вы знаете, наиболее хорошим считается отсутствие какого-либо контакта между спичками. То есть, когда спички, вот именно такое положение нам говорит о том, что ваша энергетика свободна от каких-либо посторонних влияний, а также заботы и, возможно, какие-то болезни имеют чисто физический характер. То есть здесь все у вас хорошо, все отлично, порчи нет. И, конечно же, если вы чувствуете себя физически нехорошо, но вы проводите эту практику, да, поправьте свое здоровье. Возможно, вам нужно сходить к врачу, попринимать какие-то лекарства, настойки попринимайте из трав, займитесь физическими упражнениями и так далее. Теперь давайте поговорим о том, когда у нас спички соприкасаются. Это говорит о том, что вы находитесь под энергетическим влиянием. То есть вы здесь имеется в виду, что вы подверглись сглазу. То есть вы могли это заработать в общественном транспорте, во время ссоры с родными, с близкими, в перепалке в очереди и в других подобных ситуациях. То есть это негатив, который вы подцепили, но который вы можете убрать, исправить, очистить. То есть здесь тоже как бы соприкосновение спичек, ничего страшного не предвещает. Но, конечно, здесь очень важно, чтобы вы не оставляли на потом. То есть, знаете, провели практику, махнули рукой, ладно, завтра не успели, опоздали. И вы знаете, тоже негатив, он накапливается и потом перерастает, знаете, в что-то более глобальное. И последний у нас, друзья, вариант, это когда спички пересеклись. Вот здесь уже говорит о том, что на вас целенаправленно навели порчу. Место соприкосновения и пересечения спичек укажет на энергетический центр, который подвергся наиболее интенсивной атаке со стороны недоброжелателя. И, конечно, для определения вот такого центра необходимо визуально разделить одну спичку на 6 частей и посмотреть, какой из них прикасается своим концом другая спичка. И здесь вы должны понимать, на что именно было наведено. Также обращаем внимание, что внешнюю силу в этом случае отражает верхняя спичка, а судить об уровне поражения необходимо по спичке, расположенной ниже. Но большая просьба не переживать и не паниковать. Если вы увидели вот третий вариант, это не значит, что у вас наступил конец света и все вам уже, знаете, как бы конец света и все, нужно ручки посесть за стул и ждать, как говорится, своего какого-то печального времени. Нет, так делать не надо. Это, во-первых, вам подсказка о том, что и у вас всегда есть вариант это все изменить. Для этого вам нужно провести практики, очиститься, сделать, во-первых, в доме генеральную уборку. Возможно, вы найдете какие-то подклады у себя в доме, что тоже возможно. Также помойте, уберите. Кроме того, старайтесь какое-то определенное время не брать ни от кого никакие подарки, не принимать у себя дома гостей. Разбирайтесь, что же у вас наступило, почему же у вас все начало катиться вниз, вместо того, чтобы у вас получалось, да, у вас по карьере вы знали, что вроде как должно было быть повышение зарплаты, увеличиться, премии, бонусы. Тут ни с того ни с сего у вас начинают происходить не очень хорошие события. Поэтому, пожалуйста, главное, чтобы вы поняли, что это именно у вас. И вот эта практика, друзья, она не просто покажет, что есть у вас порча или нет, а даже если вы умеете видеть, нам даже покажет, на что именно, то есть благодаря спичкам. Друзья, вот такая простая практика, которую вы можете провести в домашних условиях, при этом в любое время, она не зависит от фазы Луны, и сами для себя определить, есть ли на вас порча или
нет. Друзья, мы надеемся, что наши советы, что наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы знаете, что сейчас, в данный момент, эта информация, эта помощь будет действительно очень важна и она ценна. Не стесняйтесь делиться, потому что часто люди боятся попросить помощи, а вот просто отправка вот такого вот видео очень много может дать человеку. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, там много ценной, важной, нужной, интересной для вас информации. Друзья, всех вам благ. Услышимся с вами в следующем видео.